Уже давно я хотел снять видео про университет, которому я посвятил 9 лет своей жизни. Изначально я хотел снять профессиональное видео с помощью моего однокурсника из Бутана. Мы обратились к администрации университета, на что нам сказали, что задача студента – это учиться и посещать медицинскую практику. С чем я полностью согласен, поэтому я взял съемный велик, свой телефон и начал снимать. Скорее всего, именно так вас встретит западная часть университета. С правой стороны столовая, с левой библиотека. В этой столовой в основном питаются иностранные студенты, так как западная часть университета принадлежит им. Вот так выглядит одна из столовых восточной стороны, там, где питается китайский студент. Большими буквами здесь написано Ту Шугуан, что означает библиотека. Здесь студенты могут проводить большую часть своего свободного времени, и, возможно, именно в этом месте зародится любовь. Вот так выглядит общежитие иностранных студентов со стороны. К одному из них мы и завалимся в гости. Как вы видите, есть своя собственная ванная комната, место для обучения, сна и терраса. Так выглядит общежитие китайских студентов. Они живут по 6 человек в одной комнате. К сожалению, мне не удалось попасть внутрь. Возможно, самое интересное место университета – это место для изучения анатомии. Обычно студенты китайской медицины изучают анатомию на первом году. В этом же здании находится кабинет для изучения реабилитации, а в коридоре между отделениями находится небольшой музей, полный древних китайских артефактов. Кроме изучения реабилитации, здесь также есть кабинет по изучению иглотерапии. Зачем же здесь так много коек? Для изучения традиционного китайского массажа туйна. Кроме изучения иглотерапии, здесь также преподают моксотерапию, используя эти странные саркофаги. Также есть программы, обучающие студентов анатомии акупунктурных точек. Поднимаясь по коридору, вас будут сопровождать изображения меридианов, на которых расположены эти самые акупунктурные точки. Кабинет для изучения физиотерапии. Куколка для изучения массажа педиатрии. Переходим в следующее здание и видим, что здесь есть лаборатория для изучения биохимии, физиологии, иммунологии, патогенной микробиологии и гистологии. Вот, например, кабинет для изучения физиологии, иммунологии и патогенной микробиологии. Специальная комната низкой температуры. Для всестороннего исследования. Для изучения нуклеиновых кислот. Для культивирования клеток. Изучение морфологии. Тут же классные комнаты, студии, школа интегративной медицины, китайской медицины. Комната для изучения китайской фармакологии, где можно посмотреть, как выглядят разные травы, например, шанжа, боярышник. Здесь я начал заходить уже за пределы моей специальности, так как это отделение, изучающее фармакологию, точнее рецептуру и травы. Вот, например, видите все эти трубы? Я без понятия, зачем они. Все эти механизмы, детали, я просто не знаю, зачем они нужны. Биохимическая лаборатория. Кабинет, изучающий природные ресурсы китайских трав. В один момент мне стало не по себе. Я подумал, что я, может быть, зайду не туда, и люди начнут спрашивать вопросы, что этот иностранный шпион себе позволяет. Комната жидкой фазы, название которой заставило мои руки трястись. В один момент я понял, что свернул не туда. Это довольно необычно, но вскоре я нашел целое здание, посвященное изучению доктрин Карла Маркса. В коридоре есть целый гимн, а на улице памятник. Наконец я добрел до места, где обитает большинство студентов, это лекционные залы. Даже когда лекции нет, студенты все равно здесь для зубрежки. Так выглядит классная комната иностранных студентов, намного меньше. Именно здесь студенты проводят большую часть своего времени, но, возможно, среди всех этих знаний они смогут обрести любовь. Я не буду подробно описывать еще одно место, где изучают химию, фармацевтику, место, где ставят эксперименты над животными, Центр безопасности медикаментов и биологии. Вкратце расскажу о месте изучения диагностики и первой помощи, где есть специальные устройства для изучения пульсовой диагностики, пальпации, аускультации, изучения анатомии в 3D, а про клиническую практику нужно делать отдельное видео. Конечно же, на территории университета есть несколько супермаркетов, где можно купить практически все для повседневной жизни студента. Если же там нужной вещи нет, то можно заказать ее по интернету, который придет в почтовое отделение. Как вы видите, посылок тысячи, и все они пронумерованы.
И сейчас из всех них я найду свою. На территории кампуса есть стадион и футбольное поле, а также спортивный зал, где играют в настольный теннис, бадминтон, баскетбол, а также собственный фитнес-зал. На этом китайцы не останавливаются и продолжают строить новые здания, цель которых мне все еще не ясна. Надеюсь, вам понравилось мое видео, и кто знает, может быть, вы будете будущим студентом университета Тяньцзин Зhongyao Дашue. Хайя!